Заметили иронию? В прошлом видео Сяо Янь держит на руках королеву Медузу, а теперь, наоборот, Цай Линь спасет Сяо Яня. Как это будет? Мы говорили о том, как Сяо Янь, святой 5 звезд, сражался с главой небесных фениксов Хуантянем. Было нелегко. Настоящее испытание скорости. И в критический момент Сяо Янь явил красочный лотос 6 цветов. Казалось бы, все. Либо Сяо Янь получает мощный смертельный удар от Хуантяня, либо в ответ атакует лотосом уничтожения, при этом также не избежав ранений. Но не будем забывать про королеву Медузу, что совершенствовалась в безмятежном источнике. Когда Сяо Янь уже приготовился бросить пламенный лотос, со стороны безмятежного источника последовал взрыв. Столб света, сверкающий 9 различными цветами, выстрелил в небо прямо посреди воздушного пространства между Сяо Янем и Хуантянем. Это стало знаком того, что Цай Линь выходит из своего уединения. Внезапное событие ошеломило всех экспертов. Очевидно, что они не понимали, откуда взялся этот свет. Это давление. Яо Мин и старейшины племени 9 глубинных питонов уставились на световой столб с шоком и недоумением в глазах. Они ощущали давление, которое происходило от их родословных и душ. Хуантянь не смог остановиться вовремя, поэтому яростно столкнулся прямо с этим световым столбом. Громкий, ошеломительный шум загремел на всю округу, и небо, и земля как будто бы задрожали от того столкновения. Послышался хруст. После сильнейшего столкновения в структуре столба начали одна за одной появляться трещины, и спустя несколько секунд он разлетелся на мелкие кусочки. А следом огромный змеиный хвост девятицветной расцветки вырвался на волю и крепко обернулся вокруг Хуантяня. Взору раскрылся огромный девятицветный питон, что по размеру превосходил даже нынешние габариты феникса Хуантяня. «Это же семицветный питон, поглотивший небеса!» Старейшины питонов ошеломленно уставились на красочного питона. Чешуя змеи сверкала и переливалась 9 различными цветами, и это выглядело невероятно красиво. Из тела распространялось властное давление, которое с легкостью могло бы расщепить целый горный хребет. «Это не семицветный питон. Это легендарный девятицветный питон, поглощающий небеса!» Целая буря эмоций гремела внутри сердца Яо Мина. Девятицветный питон являлся божественным созданием, которое упоминалось лишь в древних легендах. С определенной точки зрения, подобная сущность даже превосходила их змеиного прародителя, древнего небесного питона. Его родословная была выше, и, учитывая их ограниченное число особей, репутация девятицветного питона не уступала древнему небесному питону. Даже в древние времена девятицветный питон, поглощающий небеса, появлялся очень редко. Кроме того, каждое такое явление вызывало переполох среди змеиной расы. Яо Мин никогда не воображал, что сможет лично увидеть божественного зверя, существовавшего исключительно в легендах. И давление родословной происходило именно поэтому. Так вот, кто такая Цай Линь. Неудивительно, что Сяо Янь позволил ей тренироваться в безмятежном источнике. Наконец догадался Яо Мин, найдя неожиданный ответ о причине такого, казалось бы, необдуманного поступка позволить Цай Линь практиковаться в одиночестве. Девятицветный питон, поглощающий небеса. Как такое возможно? Как может еще хоть единый девятицветный питон существовать на континенте? Хуантянь был крепко опутан хвостом питона. Он смотрел на легендарного питона перед собой, едва сдерживая его ледяной взгляд. А внутри полыхал настоящий дикий шок, который Хуантянь никогда ранее не испытывал так остро. Огромный питон перед ним в своем могуществе был сопоставим с древним небесным фениксом. Но почему? Почему он все еще существует в этом мире? Питон своим ледяным взором буквально пронзал Хуантяня. Постепенно хвост начал все крепче сжимать феникса, а страшная сила ломала металлические перья по всему его телу. От костей постоянно слышался треск. «Проклятие!» Шок и ярость
вспыхнуло в глазах Хуантяня. Он пронзительно закричал. Все его перья встали дыбом и, как острые клинки, неистово начали пронзать змеиную плоть. Глаза питона вспыхнули, а из его тела вырвалось несколько десятков семицветных чешуек, что преобразовались в десятки огромных семицветных питонов, поглощающих небеса. Затем они схватились хвостами друг за друга, образуя сеть, и в итоге десятки питонов зашипели в небе. Мы помним из прошлых роликов, что королева Медуза получила древнее наследство и души семицветных питонов. Сила, давление из такого числа могущественных змей просто поражало. Хуантянь находился в самом центре этой страшной мощи. Волна страха и паники сотни острых иголок пронзала его. Недолго думая, он резко начал менять свою форму на человеческую, что позволило ему суметь вырваться из пространства, опечатанного сетью питонов. Фантастическая скорость стала его спасительной соломинкой, позволившей выскользнуть из смертельного капкана Цайлинь. Но как только свобода стала обретать форму спасительного триумфа в борьбе за собственную жизнь, огромная тень беззвучно и неумолимо заслонила небеса. Змеиный хвост жестоко обрушился на него сверху, образовав глубокую яму. После такого удара Хуантяня вырвало кровью. Страшная сила поразила его настолько, что казалось, будто все органы сместились со своих мест. Удар хвоста отправил его в полет, как пушечное ядро. Он столкнулся с горой, но проткнул ее насквозь, а затем прочертил на земле след на 1000 метров. Все эксперты испытали более осязаемый страх по отношению к девятицветному питону. Даже Святой Пяти Звезд получил такой урон. В это же время огромный девятицветный питон начал скручиваться. Следом его чешуя засверкала ослепительным светом, а тело начало уменьшаться. Божественное существо превратилось в красивую женщину. Она указала на десятки семицветных питонов и поманила их к себе. Змеи просвистели, обратились бликами света и скрылись внутри ее тела. Яо Мин и другие эксперты сумели понять, что все они состояли не из энергии, а являлись натуральными душами семицветных питонов, поглощающих небеса. А что же сама королева Медуза? Ее культивация в безмятежном источнике завершилась успешно. Лицо выражало ледяное равнодушие к окружению, словно она королева и смотрит на насекомых. Любой, кто встречался с ее взглядом, ощущал, как на сердце опускалась тяжесть. Некоторые из людей со слабым самоконтролем покраснели, так как Дао Ци в их телах погрузилась в хаос. Дьявольская красавица лишь взглядом обвела всех вокруг и остановила свой взор в одной единственной точке посреди неба. Да, там находился Сяо Янь. Его лицо озаряла теплая улыбка, а в глазах плескалась радость. Когда их глаза встретились, Цайлинь улыбнулась в ответ. Словно расцветающий пион, она отвечала теплом взгляда. Ее невероятная сила ошеломляла. Как она запустила Хуантяня, даже Сяо Янь удивился. Вот таким образом Цайлинь вмешалась и спасла Сяо Яня, как в былые времена, когда она была сильнее его. Да, это будет интересно посмотреть в сериях аниме. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам сила королевы Медузы. Давайте наберем 2000 лайков под этим видео, и выйдет продолжение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!